Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами вторник, 4 января, достаточно интересный, магический и необычный день. Обязательно уделите внимание этому видео для того, чтобы не пропустить важную и ценную информацию на этот день. Поэтому прямо сейчас просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать, как в этот день вы можете привлечь изобилие, достаток и благополучие. Обязательно сегодня, 4 января, вечером зарядите водичку на привлечение денег в вашу жизнь. Как это сделать и почему именно 4 января вечером, далее в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами вторник, 4 января. Предаемся текущим делам, планированию, обязательно приятные встречи и свидания должны войти в ваш план. Но, пожалуйста, не планируйте никаких важных дел, потому что понапрасну потратите время. Также, пожалуйста, 4 января будьте бдительны, поскольку вероятны потери денег и документов, а также препятствия и неприятности во время пути. Также воздержитесь и от крупных инвестиций. Удачные часы, которые нейтрализуют плохие влияния, наполняя положительной энергией, это время будет с 15 часов 10 минут до 18 часов 45 минут. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год свиньи. И сегодня, 4 января, мы с вами закладываем фундамент на год. Помните, что 4-й день у нас 4-й месяц, а за 4-й день января отвечают у нас родители, наш круг повседневного общения, семья, дом и наследство. Поэтому 4-й день и 4-й месяц влияют на семью, на отношения с предками, а также начало и конец вещей. На 4-й день необходимо проявлять заботу о близких людях. Очень кстати в этот день вспомнить родителей, приехать к ним, либо помириться с ними, если вы в ссоре. И, конечно же, в этот день следует особо исключить напряженную ситуацию в доме и в семье. Если у вас близких нет, то это день воспоминания о роде, о предках, об умерших. Есть время, возможность, закажите литургию, молебен, помолитесь за них. В этот день, 4 января, можно сходить и на кладбище. Нужно поминать близких, вспоминать детство, прошлое, а также наводить порядок в прошлом. В 4-й день января никогда не планируйте будущее, а наоборот, оценивайте свое прошлое. Очень плохо, если вас в этот день заставляют что-то подписывать или строить дальние планы. В 4-й день вы должны пройти искушение будущим. В этот день считается очень плохо далеко уезжать. Это тоже искушение поездками и дорогой. 4 января в народном календаре у нас с вами праздник Настасьин день. И, друзья, в этот день ни в коем случае не ходите босиком. Человек сможет потерять свое благосостояние, обеднеет или сделает свое бедственное положение с деньгами еще хуже. Нельзя и в этот день говорить плохо о своих родственниках, живых или ушедших в иной мир. Нельзя грубить и своим родителям, бабушкам, дедушкам. Если в такой день обидеть членов своей семьи, то старость пройдет в одиночестве. Еще лучше сделать подарок представителям старшего поколения семьи, выразив тем самым свое почтение. Беременным женщинам 4 января нельзя много рассказывать о своей беременности и о ребенке, говорить о том, на каком находятся сроки, иначе в течение беременности могут начаться проблемы. Если у женщины выдаются роды именно на этот день, 4 января, ее родственникам нельзя пить напитки красного цвета. По народным приметам у роженицы может начаться кровотечение. Обращаем ваше внимание, что также нельзя пить и красный кисель, морсы,
то есть не только алкогольные напитки. Также 4 января нельзя было и прокалывать уши, иначе долго будут заживать, а голова будет болеть. Нельзя в этот день 4 января и бить животных, иначе начнутся проблемы с ногами. Нельзя вязать. В противном случае кто-то из членов семьи может сесть в тюрьму. Беременным женщинам в этот день нельзя было шить. Ребенок может в пуповине запутаться. Святая Анастасия Узорешительница, память которой в этот день отмечает православная церковь, считается помощницей роженец. Этой святой молится о благополучной беременности и о родах. Беременные вышивали специальные полотенца, которые должны были защитить их при родах. Кроме того, беременные ели и постную кашу сегодня для легких родов. Святая Анастасия также является и защитницей заключенных, потому жены, матери, бабушки, сестры молились святой о своих родных, которые попали в места заключения. Также мы начинаем с вами и готовиться уже к Рождеству Христову. В старину резали свиней и заготавливали мясо. Роды в этот день должны были пройти хорошо. Наши предки в этот день следили и за погодой. Если облака плывут против ветра, то считали, что быть снегу. Если на южной стороне домов появилось много сосулек, год будет плодородным, а также удачным для рыбаков. Закат солнца без облаков, на следующий день будет тепло и сухо. Какая погода 4 января, таким будет и октябрь. Сухой и легкий снег, лето будет сухим. Сны в ночь на Анастасию считаются плохими и предвещают беды, которые ждут человека впереди. Конечно же, продолжается рождественский пост и его последний период – предпразднество Рождества Христова. По вторникам в такой пост разрешается горячая растительная пища с растительным маслом. А вот люди, которые родились в этот день, считалось, что они будут сильными, крепкими и здоровыми. Родившийся в этот день после заката, человек будет умелым, ловким, находчивым, сможет легко и просто выходить из любых передряг. И, друзья, 4 ноября у нас начинается первая растущая луна в новом 2022 году. И именно 4 января этот день обладает огромной силой, поэтому не пропустите такую возможность и обязательно воспользуйтесь на получение мощностью этим периодом. В этот день вы можете проводить все, что вы хотите. Все вы помните, что на растущей луне мы с вами делаем обряды на привлечение, на денег, изобилия, достатка, благополучия, а на убывающей мы, как правило, избавляемся. Но это касается только тех ритуалов, которые привязаны к Луне. Обращаем на это ваше внимание. Не все практики привязаны к Луне, и их иногда можно проводить на убывающей Луне, потому что они просто имеют другую силу. Итак, какой мы с вами будем проводить обряд 4 января? Итак, вам нужно ночью 4 января поставить на подоконник водичку. Это вы можете сделать в стакан, вы можете сделать в чашку, но в обязательном порядке, чтобы это было стекло. Луна в окно попадать должна не обязательно. Кроме того, она еще слишком молодая, но достаточно будет ночного света. Поэтому просто оставьте шторы открытыми и обязательно прочитайте 3 раза следующие магические слова. Вода водится, светом лунным насыться, преисполнись силой небесной и благодатью чудесной. Матушка Луна, ключевая водица, к вам обращаюсь душой. Помогите, деньги ко мне призовите. Как много воды в море, в океане, в реке, так много пусть будет и денег в моем кошельке. Луна-матушка, светом своим водицу осияй, мне богатство дай, делу и слову моему. Аминь. Сказали, друзья, эти слова 3 раза.
После этого оставляете на целую ночь, а утром эту водичку нужно выпить. А остатками воды окропите свой кошелек или, например, то место, где вы храните деньги. Друзья, нужно окропить, а не облить водой. Обращаем на это ваше внимание. Таким образом, вы сможете привлечь денежную энергию, энергию изобилия и достатка в свою жизнь. Вот такой, друзья, у нас с вами 4 января достаточно мощный и сильный день. Поэтому мы рекомендуем всем воспользоваться этим днем и обязательно вечером провести вот такую вот простую, но в то же время действенную и эффективную практику. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.